Здравствуйте, скорпионы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад сегодня, который мы делаем, это расклад на неделю. Неделя с 6 по 12 апреля. Расклад по дням, то есть на каждый день недели мы достаем по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. И смотрим на те комбинации карт, которые у вас, у скорпионов, соответственно, выпадут. И каждую из этих комбинаций мы с вами детально разбираем. Я напоминаю тем из вас, кто еще не подписан на мой YouTube канал, что вы можете подписаться, чтобы не пропускать мои видео в дальнейшем. А также можете оставить свой комментарий, может быть, лайк под этим видео. Если вам расклад понравился, я буду знать, что он резонирует с вашей ситуацией, что он вам подошел. Итак, давайте посмотрим, скорпионы, что же ожидает вас на неделе с 6 по 12 апреля. Какие вам карты сегодня выпадут, что интересного вас, соответственно, ждет. Итак, скорпионы с 6 по 12 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, это карта повешенной. Выпала она у вас на понедельник. Возможно, какая-то, знаете, как тупиковая ситуация, которая здесь у вас намечается. Может быть, вы здесь по карте влюбленные находитесь в ситуации, где вы не знаете, какое решение принять, какой выбор лучше сделать. Потому что влюбленный — это выбор. Да, два варианта. И вы вот в тупике, не знаете, как лучше поступить. Возможно, также вы здесь по-другому посмотрите на вопрос взаимоотношений, отношений в паре. Возможно, вы здесь чему-то научитесь. Какая-то ситуация кармическая происходит в взаимоотношениях. Опять-таки, когда вы выносите какой-то урок, какое-то понимание для вас касаемо взаимоотношений происходит. Потому что влюбленный — это, по сути, союз. Да? И карта повешенной — это ситуация, где вы получаете какой-то опыт от этого союза, чему-то учитесь, да? По-другому смотрите на некоторые вещи. Дальше идет карта короля кубков. Чувства, эмоции, которые здесь преобладают у вас. И, кстати, это в принципе-то ваша стихия, карта водного знака. И здесь вместе с четверкой, кубков мечей, четверкой мечей вы как будто бы больше пытаетесь разобраться в себе, в своих ощущениях, в своих внутренних переживаниях, возможно, потому что король кубков, он про ваши чувства, да? И вместе с четверкой мечей вы можете находиться в состоянии вот такой вот оценки ситуации, ваших переживаний. Пытаетесь разобраться в себе, таким анализом занимаетесь, самоанализом, да, своих переживаний. Потому что четверка мечей, она больше про успокоение и паузу, которую вы хотите здесь, соответственно, сделать. Как будто бы сделать перерыв, в чем-то разобраться в том, как вы чувствуете, что вы чувствуете, да, и как лучше поступать. Дальше идет семерка кубков, карта вариантов, карта нескольких возможностей, которые вы рассматриваете, какой-то выбор, который перед вами есть. Вы выбираете лучшую возможность для вас, анализируя эти варианты. Но также вы боитесь ошибиться, боитесь принять неправильное решение. Вместе с семеркой кубков испытываете трудности, связанные с этим выбором. Но, кстати, это хорошая карта для каких-то вот творческих людей, у которых творческая работа, потому что может прийти муза, может прийти вдохновение по этой карте, то есть достаточно хорошее, может быть, значение тоже. Вместе с тузом кубков какие-то важные открытия, которые вы здесь делаете из тех, опять-таки, того выбора, который вам дается. Может быть, вы здесь влюблены, и вы здесь рассматриваете какие-то дальнейшие варианты развития отношений там с интересующим вас человеком. Или какие-то фантазируете дальше планы, додумываете касаемо этого позитивного, яркого начала, которое в вашей жизни имеется. То есть здесь радостные события могут быть. Дальше идет двойка пентаклей. Здесь несколько, опять-таки, вариантов. Но также в целом карта двойка пентаклей — это карта за счет, знаете, такой суеты, возможности выбирать из нескольких вариантов, что правильно, что неправильно, что важно, что второстепенно, да, что сначала выполнить, что потом впоследствии. То есть вот здесь вот такая, может быть, суета, которая у вас происходит в этот день, и тут же еще и шестерка кубков. То есть в целом здесь можно говорить о том, что у вашего знака зодиака, да, то есть у скорпионов, может быть какая-то ситуация выбора,
касаемо каких-то семейных дел или вопросов, или там ваших детей, то есть какие-то вот такие рутинные вещи, которые вам здесь нужно решать, соответственно, и принимать решения вместе с шестеркой кубков. Можете заботиться здесь о семье, о уюте в доме. Вот какие-то такие вещи здесь могут, соответственно, происходить. Дальше идет девятка пентаклей. И это карта благополучия, материального, финансового благополучия вместе с семеркой жезлов. Вы здесь, по всей видимости, как раз благодаря работе, возможно, да, усиленной работе, успешно что-то смогли бы завершить в конце недели, в пятницу. То есть благодаря своему труду, благодаря своей стойкости, благодаря своей мужественности, может быть, и способности решать какие-то сложности, вы здесь можете порадовать себя вот этой вот успешностью материальной, да, благополучием, которым вы себя можете окружить в этот день. Дальше идет пятерка жезлов, и вот по пятерке жезлов здесь могут быть действительно какие-то перипетии, какие-то неприятные ситуации, конфликты, которые могут возникать. И также вы здесь с восьмеркой мечей можете, сталкиваясь с такими препятствиями, накручивать себя, надумывать какие-то проблемы больше, чем они есть, какие-то вот себе сложности или убеждения, негативные установки давать из-за вот этих вот предубеждений, да, этих проблем, которые здесь есть в субботу. Но при этом в воскресенье королева жезлов, да, огненная стихия не ваша, но в целом по королеве жезлов показывает вашу способность мыслить успешно, действовать успешно, да, очень активны здесь. Вы будете очень мудры в том, что вы делаете, очень, да, опять-таки, целеустремленны в том, что вы себе здесь планируете, скорее всего, будете заниматься реализацией этих планов. Тут же четверка жезлов. Это карта семьи, семейного круга. Знаете, вот как хоровод, когда водят, взявшись за руки, единение, единство, которое у вас есть здесь. Может быть, общение с семьей, с близкими, с родственниками. Вместе с королевой жезлов может быть здесь какое-то важное значение. Огненный знак зодиака имеет место, да, то есть стрельцы, овны или львы, да, может быть, даже какие-то семейные праздники, на которые вас приглашают тоже. Но в целом четверка жезлов — гармония, которую вы испытываете, и ощущение мира, ощущение процветания, которое у вас есть. Кстати, у кого-то может быть даже и переезд по этой карте в этот день. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Скорпион мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.